Звон в ушах и странное шуршание внутри головы выводили Андрея из себя. Все началось с легкого дискомфорта, который он сначала даже не воспринимал всерьез. «Наверное, серная пробка», — думал он, когда в тишине слышал непонятный шорох. Однако с каждым днем шум становился все настойчивее. Казалось, будто кто-то невидимый скребется изнутри, словно маленькое существо поселилось в ухе и никак не собиралось уходить. Сначала Андрей пытался игнорировать проблему. Он работал инженером в крупной компании и был человеком упрямым. Предпочитал справляться с любыми трудностями сам, не обращаясь за помощью. На его столе всегда лежали наушники, и он включал музыку громче, чтобы заглушить назойливый звук. Но даже любимые песни перестали помогать. Шуршание пробивалось сквозь все. Иногда ему казалось, что шум меняет характер. То будто легкий писк, то будто треск сухих веток под ногами. Ночью становилось еще хуже. Андрей просыпался в 3 часа ночи с ощущением, будто в ухе что-то движется. В такие минуты его начинала охватывать паника. Он прислушивался к темноте и был уверен, что слышит крошечные движения, будто кто-то шевелится у него в голове. «Наверное, нервы», — говорил он себе, но страх никуда не уходил. Вместе с шумом постепенно появилась тупая боль, а затем и головокружение. На работе он стал совершать ошибки, его сосредоточенность исчезла. «Ты к врачу сходи, а то оглохнешь», — шутили коллеги. Но Андрею было не до смеха. Вечерами он возвращался домой измотанным и первым делом пытался найти хоть какое-то средство. Он купил в аптеке капли от пробок, промывал ухо перекисью водорода, использовал народные методы вроде теплого масла и настоя ромашки. Но все это не приносило ни малейшего облегчения. Наоборот, ему казалось, что после процедур шум усиливался, а к нему добавлялся зуд. Через пару недель он все-таки сдался и пошел в районную поликлинику. Доктор внимательно осмотрел ухо с помощью отоскопа и уверенно сказал: «Ничего страшного. Немного покраснения, возможно, воспаление. Вот вам антибиотики и капли. Через неделю будет лучше». Андрей с облегчением вышел из кабинета, но облегчение оказалось преждевременным. Прошла неделя, но ситуация становилась только хуже. Шум теперь был невыносимым, словно кто-то неустанно барабанил изнутри. На повторном приеме врач был озадачен. «Очень странно», — пробормотал он. «Пробок нет, воспаления нет, а жалобы серьезные. Надо проверить глубже». Андрея направили в областную клинику, где было более современное оборудование и опытные специалисты. В клинике его принял профессор с 20-летним стажем. Он внимательно выслушал все жалобы и решил провести эндоскопию уха. Андрей сидел в кресле, пока врач вводил тонкий инструмент с камерой. На экране мелькали розовые стенки слухового канала. Неожиданно доктор нахмурился и замер. «Интересно, очень интересно», — сказал он, не отрывая взгляда от монитора. Он вызвал коллегу, и оба стали пристально рассматривать изображение. Но окончательно ничего не сказали. У Андрея пересохло во рту, сердце бешено колотилось. «Нужно сделать МРТ», — наконец произнес профессор. «Мы должны исключить опухоль или другие серьезные патологии». Андрей почувствовал, как по спине пробежал холодок. Диагноз звучал пугающе. Всю ночь он ворочался в постели, представляя, как услышит страшную новость. Мысль об онкологии так и не дала ему уснуть. На следующий день ему сделали МРТ. Андрей лежал неподвижно в шумном аппарате, стараясь не думать о худшем. Каждый гул магнитного томографа отзывался внутри головы, усиливая его тревогу. Когда обследование закончилось, он заметил, что врач, просматривающий снимки, буквально изменился в лице. Его глаза округлились, он переглянулся с коллегой, потом снова посмотрел на монитор. «Вы готовы услышать результаты?» — спросил он Андрея. «Да», — ответил тот, чувствуя, как сердце колотится все быстрее.
«У вас в ухе живое насекомое. Оно проникло внутрь и все это время жило там». Эти слова прозвучали как удар молнии. Андрей сначала не поверил, но врач показал снимки. На них отчетливо просматривалось тело насекомого, притаившегося в глубине слухового прохода. Оно словно свернулось клубком и замерло. Андрей испытал смесь ужаса и отвращения. Его буквально затошнило. Как оно туда попало? Только и смог спросить он. Врач пожал плечами. Скорее всего, залезло во сне. Такое бывает крайне редко, но исключать нельзя. Операцию назначили на следующий день. Андрей едва дожил до утра. Ночью ему казалось, что насекомое шевелится, пробирается все глубже. Он вздрагивал от малейшего звука, а в голове крутилась одна мысль. «Живое существо сидит во мне». В операционной ему сделали местную анестезию. Андрей сидел в кресле, белея от страха, пока хирурги с помощью специальных микроинструментов осторожно извлекали непрошенного жильца. В какой-то момент он почувствовал легкое движение и понял, что это не галлюцинация. Насекомое действительно шевельнулось. Когда его достали наружу, врач показал его Андрею. Оно все еще дергало лапками. У мужчины подкосились ноги. «Не каждый день такое увидишь», — заметил хирург, укладывая странную находку в баночку. После извлечения уха тщательно промыли антисептиками. Операция прошла успешно, осложнений не возникло. Впервые за долгие недели Андрей ощутил тишину. Шум исчез, боль прекратилась, головокружения больше не было. Уже через сутки он впервые за долгое время спокойно уснул и проспал всю ночь без пробуждений. Утро встретило его непривычной ясностью. Мир больше не гудел, не скрипел и не шуршал. Через неделю он пришел на контрольный прием, и врач с улыбкой сообщил: «Все в порядке. Ухо полностью заживает. Вы здоровы. Я никогда бы не поверил, что такое возможно», — рассказывал позже Андрей. «У меня в ухе жил настоящий паразит, и я даже не подозревал. Теперь я точно знаю, если организм сигналит, нельзя игнорировать, нужно идти к врачу». Дорогие зрители, а вы могли бы представить, что причиной шума в ухе может оказаться живое насекомое? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.